Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае, и в данном видео я расскажу о том, как покупать недвижимость, на какие вопросы необходимо обратить внимание, и самое главное, что вас в последующем ждет, это технические и юридические моменты после приобретения или в момент приобретения недвижимого имущества на территории Дубая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, в комментариях, пожалуйста, пишите ваши вопросы, буду рада ответить и быть полезной вам. Итак, друзья, самое первое, на что необходимо обратить внимание, это вообще понимание того, что такое Title Deed. Это так называемый правоустанавливающий документ. В наших странах мы бы его назвали бы акт на право собственности на недвижимое имущество, в котором указываются все данные, кому принадлежит недвижимое имущество, в каком районе адрес расположения, какой имеет он в квадратуру площадь, какой имеет недвижимое имущество, и все основные моменты, включая наличие паркинга, если вы покупаете недвижимое имущество уже в готовом объекте. То есть Title Deed содержит все самые основные вопросы именно касательно принадлежности данного недвижимого имущества определенному лицу. Покупать вы можете у компании, покупать вы можете у физического лица. Бывает такое, что вы можете, в принципе, приобретать, и продавцом выступают несколько лиц. Это, соответственно, совместное владение, может быть, собственности. И в этом случае чуть разнится порядок продажи, покупки, сделки купли-продажи. Вам необходимо будет в обязательном порядке все эти нюансы уточниться, проконсультироваться. Следует отметить, что сама процедура оформления недвижимого имущества, она очень-таки простая. Здесь очень много сделок совершается в течение одного дня, даже эту статистику можно наблюдать, если у вас есть мобильное приложение, сколько сделок, на какую сумму осуществляется в Дубае. Соответственно, что эти все процессы довольно-таки предсказуемые, ничего сложного в этом нету, но однако же я бы хотела обратить ваше внимание на те или иные особенности, когда вы сталкиваетесь именно с покупкой недвижимости на территории Эмират. Самое, наверное, распространенное, и вы с этим сталкиваетесь, что вы покупаете через посредников, это брокеры, real estate agent мы называем их, это те компании, которые занимаются исключительно помощью, посредничеством при сделках купли-продажи недвижимости. Соответственно, они имеют процент с вас, и их проценты можно уточнить у них, но, как правило, это 1% от суммы договора сделки, или же вообще не будет процентов, если вы покупаете непосредственно у застройщика, у компании. То есть эти все нюансы, опять же, влияют на ваши расходы в целом, которые вы понесете при покупке недвижимости. Говоря о расходах на покупку недвижимости, сразу скажу, что 4% от суммы сделки вы оплачиваете в Land Department, это государственная пошлина, которая установлена Эмиратом Дубай, а также вы платите расходы за регистрацию самой сделки. Это примерно будет также небольшая сумма, в принципе, вы оставляете в Trusted Department, это половина где-то от той суммы, которую я назвала, 2000 дирхам примерно. Опять же, в каждом случае у каждого Trusted Department свои тарификации немножко изменяется, немножко различно, поэтому вы можете уточнить у них непосредственно. Здесь, кто уже приобретал недвижимость, знают такое понятие, как менеджер-чек. Это я сейчас плавно перехожу к порядку оплаты. То есть сам порядок оплаты тоже можно оплатить либо кэшем, вы можете оплатить, как правило, это не приветствуется банками, они предпочитают безналичные расчеты. Опять же, могут ваши банковские данные проверяются, если перечисление идет в крупные суммы. Это уже закон о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем. Я говорю закон, отдельно по нему мы поговорим в будущем, если вам интересно. Оставьте в комментарии, я сделаю отдельное видео по нормам, которые содержат именно данный законодательный акт по противодействию легализации, отмыванию денег, полученных незаконным путем. Соответственно, менеджер-чек, что это такое? Это, в принципе, один из видов чеков, но он более, если говоря простым языком, деньги уже заморожены, и эта сумма, которая указана в менеджер-чеке, уже есть на этом банковском счете. Если мы говорим про обычный банковский чек, то это, как правило, мы не знаем, есть ли там деньги, или он положит их в будущем на дату, когда чек придет
будете вы предъявлять в банк, то в отношении менеджера вы можете быть уверены, что там гарантированно лежит эта сумма, и банк ее только для вас и хранит. То есть по данному чеку персонально лежит как-то своего рода арест на счете, который, соответственно, блокирует возможность использования этой суммы. Но до того, как вы провели оплату, хотелось бы, конечно, вас обязательно заверить необходимости проверить сам объект. Понятно, что вы будете его проверять, но все эти нюансы по поводу, связанные с небольшими мелкими недоработками, там уборкой, может быть ремонт мелкий, может быть еще какие-нибудь замена деталей, что-то вы будете в квартире просите сделать, это все вы можете добиться до того, как вы оплату провели. То есть всегда инициатива должна оставаться у вас. После того, как вы провели оплату, соответственно, объект перешел к вам, и только доверять на честном слове, если это не закреплено в договоре, то это было бы неразумно. Поэтому имейте в виду, что до того, как вы переоформили на себя недвижимость, вы можете все вопросы по недвижимости, связанные бытовые, административные какие-то вопросы, получение карточки, ключей, замена, все эти вопросы необходимо уладить до того, как вы провели оплату. Ну и, конечно, есть такая категория, как понятие депозиты. То есть, когда вы приобретаете недвижимость, как правило, либо это компания, либо это физические лица, они просят, чтобы вы оставили какую-то сумму депозита. И, к сожалению, многие компании, у меня есть клиенты, которые с этим жалуются, что если вы оставили уже сумму депозита, если вы отказались в последующем покупать, приобретать недвижимость, то, соответственно, эта сумма сгорает. Я думаю, это, в принципе, и в наших странах имеется как своего рода расписка, дается. И если вы не пришли вовремя, не заключили сделку в оговоренные сроки, то вы теряете вообще право требовать эти депозиты. Ну, отличие только в том, что в Дубае это крупные суммы денег. Опять же, у каждой компании может быть своя сумма. Я не буду сейчас говорить конкретно цифры, потому что на момент, когда вы будете смотреть это видео, возможно, эта сумма даже изменится. В любом случае, если у вас есть какие-то сомнения и вопросы, лучше обращаться и консультироваться отдельно на момент, когда вы будете совершать сделку. Друзья, еще такой важный момент. При совершении сделки, пожалуйста, имейте в виду, что у вас должно быть правильное написание вашего имени Title Deed. Как правило, сами сейчас Title Deed, то есть эти документы правоустанавливающие, они выдаются в течение 1-2 рабочих дней. Это довольно-таки очень быстро. То есть в момент, когда вы оформили сделку, все перешло на ваше имя, электронно вам это все пришло. Но проверьте, пожалуйста, чтобы не было ошибок в написании вашего имени. Я не знаю, с чем это связано, но уже не первый раз я сталкиваюсь с тем, что ошибаются. Возможно, наши имена трудные или еще какие-либо факторы загруженности работников самих регистрирующих органов. И на самом деле бывают вот эти вот нюансы с неправильным написанием вашего имени. То есть оно должно соответствовать тому, как ваше имя указано в паспорте. То есть если вы этого не сделаете, то в последующем у вас возникнут проблемы с непосредственно подтверждением личности вашей, что это ваша квартира и так далее. То есть поэтому прямо в момент, когда вы получили Title Deed, сразу проверьте даты, проверьте, та ли недвижимость, указали ли все как положено по закону. И, соответственно, посмотрите ваше имя. Самое главное, хотя бы этот момент вы можете сами исключить. Друзья, в принципе, особых сложностей при покупке недвижимости готовы, если вы действуете через брокера, нет. Кстати, проверьте данные брокера. Вы можете в приложении Dubai Land, называется, проверить все данные на брокера. То есть, имеет ли он соответствующую лицензию, имеет ли эта компания продавать эту недвижимость, то есть является уполномоченной вести эту сделку. Также вы можете проверить Title Deed также на всех. То есть эта информация достаточно доступная, и вам помогут очень хорошие, грамотные брокеры с этим. Их работа в этом плане, конечно, исключительная, помощь огромная. Если вы правильно выбрали недвижимость, если вы всем довольны, то, конечно же, не должно не возникнуть никаких проблем. Друзья,
Следующий момент, на котором я хотела бы остановиться, вот вы купили недвижимость, вы теперь уже счастливый обладатель недвижимости в Дубае или в Эмиратах в целом, вот, и необходимо понимание, да, отличия от нашего законодательства, то есть в момент регистрации сделки согласие супруги, как это в наших странах предусмотрено, не требуется, то есть ваша супруга может или супруга даже не знать о том, что вы имеете недвижимость, вы ее продаете, покупаете, то есть это абсолютно ваше собственное владение, оно в последующем, если вы захотите, в смысле, когда пары разводятся и на одного из них записана недвижимость, она даже может не учитываться в общей массе раздела имущества. Это отдельная тема и отдельная проблема, с которой ко мне обращаются. Если у вас есть какие-либо вопросы по именно разделу имущества в момент развода, также можете ко мне отдельно в частном порядке обратиться. Это очень интересная тема, потому что законодательство стран отличается, и это коллизии, и это трудность для людей, которые разводятся, разделить имущество и активы. Поэтому есть такие особенности, это международное уже частное право, обращайтесь по этому вопросу отдельно. Еще один важный момент, друзья, это то, что при смерти гражданина, который имеет экспата, туриста, кто бы то ни было, имеет недвижимость на территории Эмират, его недвижимость распределяется по законам шариат, то есть это при отсутствии завещания. То есть если у вас нет завещания, то ваше имущество будет распределено согласно исламскому праву, и там очередность наследников совершенно другая, она зависит от того, какая структура семьи на момент смерти человека, наследство которого разделяется, то есть там очень много нюансов и сложностей, поэтому люди предпочитают оформлять завещание. Завещание оформить могут только не мусульмане, то есть те, кто исповедует религию ислам, они не имеют права делать завещание, хотя их уверяют, что я видела такие компании, которые уверяют, что да, давайте сделаем завещание. Это неэффективно и незаконно, то есть само по себе такой документ не имеет юридической силы. Друзья, еще один важный момент, что если у вас сделка составляет более 1 миллиона дирхам, то, соответственно, я имею в виду недвижимость, которую вы приобретаете, она от 1 миллиона дирхам и выше, то вы имеете право получить резидент-визу. Какие преимущества дает резидент-виза, а также как вообще, какие визы бывают и как это оформить, я говорю в другом своем видео, на которое оставлю ссылку в этом видео. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду, что вы получаете право сразу получить резидент-визу, там нужно соблюсти процедурные вопросы. Друзья, еще само по себе переоформление недвижимости может происходить путем дарения. Можно сказать об этом отдельно, если какие-то вопросы будут, но в целом здесь я скажу, что по дарению сделки вы не можете получить резидент-визу, даже если сумма превышает 1 миллион дирхам и выше. Дарение может быть произведено только между родственниками, это близкие родственники, это отец, мать, супруга, супруги и дети. Сумма оформления сделки по дарению гораздо дешевле, это 0,125% в Дубае, в Эмирате Дубай. Поэтому это гораздо более привлекательно, если вы хотели бы просто переоформить недвижимость на своего родственника. И еще один главный фактор, друзья, вы стали обладателем недвижимости, вы никаких не несете расходов, кроме сервис-чардж. Опять же, это надо уточнять, мы говорим, что в стране нет налогов, однако в любом случае вы оплачиваете те или иные сборы, причем это не только обладатели недвижимости, это и обладатели автомобиля и так далее, то есть по данному вопросу вы будете консультироваться у своего брокера, по каждой отдельной квартире уточняйте, какие у вас расходы будут в будущем, в принципе, по оплате, и вы можете сдавать свою квартиру, здесь это, в принципе, очень практикуется хорошо, и получать свой пассивный доход. Однако, друзья, не забывайте, что у нас есть и законодательство наших стран, то есть где мы являемся гражданами, и, соответственно, вы обязаны декларировать любую недвижимость, это не только недвижимость, это любой актив на территории другого государства. То есть я сейчас не говорю о декларировании, это не является налог, это законодательство Казахстана, Россия проверяла, каждая из стран СНГ не проверяла, но я уверена, что в любом случае налоговые органы требуют, чтобы вы и кто проживает постоянно на территории другого государства,
декларировали, что они имеют на территории этого государства. То есть вообще в целом это просто требования без каких-либо требований по оплате, да, налогов. Однако это имеет за недекларирование предусмотрена ответственность в виде штрафов. Друзья, это была основная информация по приобретению недвижимости, по правовому статусу обладателя недвижимого имущества на территории Дубая. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Спасибо вам за внимание. Оставляйте в комментариях свои вопросы. С вами была Айман Ескараева, юрист Дубая. Спасибо за внимание.